Друзья, всем привет, меня зовут Алексей Соболев. Сейчас я буду комментировать для вас и для себя, в том числе, соревнования Natural Selection по сноуборду. Сейчас расскажу про эти соревнования подробнее, ну а кто не хочет ждать, можете перематывать вперед. Итак, соревнования Natural Selection — это соревнования по фрирайду, но не в классическом понимании. То есть основоположники соревнований по фрирайду — это организация Freeride World Tour. Это самый трушный фрирайд, самые трушные соревнования по этой дисциплине. В чем это проявляется? Например, на Freeride World Tour у вас есть всего одна попытка. Я даже не знаю, там квалификации нету вроде. Одна попытка, там сразу же финал идет. Одна попытка, один спуск. Все, других вариантов нет. Что получилось, то получилось. Соревнования Natural Selection — это что-то особенное. Там у ребят несколько попыток. В первом туре даже. Там у ребят по 2 попытки. А у некоторых даже 3 попытки. Это слишком много для фрирайда. Ну и тем самым люди понимают, где какие пролеты, где какая скорость нужна, какие фигуры им больше нравятся, то есть какие линии больше лучше выбирать. То есть здесь формат немного другой. Соревнования Natural Selection, они рассчитаны на не просто фрирайд, а на фрирайд с какими-то элементами фристайла. То есть упор прям на фристайл сильный. И они дают райдерам эту возможность, чтобы они свой потенциал реализовали. Насчет Олимпиады, которая будет в феврале. Я не знаю. Скорее всего, на Ютубе мы не сможем не прокомментировать, никакой обзор сделать. Там даже не то, что монетизацию с ним, там точно забанят все видео. Потому что авторские права, там, короче, много всякого фарша. Я помню, уже такая история была на Олимпиаде в 2014 году. Поэтому будет обзор, скорее всего, в Инстаграм. В сторис я буду делать. Поэтому, чтобы не пропустить, также подписывайтесь на мой Инстаграм, он ниже. Вот, там контент появляется, которого нет на Ютубе. У нас есть пара. То есть здесь все на выбывание идет. То есть каждый стартует по паре и борются друг с другом. Ну и потом меньше людей становится. И уже финалисты там, суперфинал. Итак, у нас первая пара — это Дастин Крейвен и Дэнни Дэвис. Дастина не знаю. Дэнни Дэвис — это парковый райдер. Это чувак, который не просто в парке гоняет. Он еще выступал на X Games в пайпе. Выигрывал даже там множество соревнований. Что Дастин Крейвен — это его первая попытка. Едет. Посмотрите на кондицию снега. Его немного. Его действительно немного. Вылетает, не долетает, обсирается в этой попытке. Но здесь такие соревнования, на которых надо топить до конца. Даже если вы упали, ничего страшного. Если остальные ваши прыжки и проезды были мощные, то вам поставят высокий балл. Тут как бы падение не приговор. Тут вот общее впечатление, насколько ты мощно и круто проехал, делает бэксайд 3 и бонг прямо по дереву, прямо по елке. Решил подстричь немножко газон на этой трассе. Видно, что снега действительно мало, ходов охренеть как много. Делает 7. Уф, ну падает. Дэнни Дэвис на старте. Маленький мальчик. Дэнни Дэвис, он вообще прям такой, как Фродо, маленький малыш. Он очень компактный, то есть низкого роста. Супер стиль, бэксайд 180, не долетает. Ну, как бы тут уже такая традиция, понимаете, завелась, что все падают в начале. Фронтсайд 3, посмотрите, какой стиль, как он мягенько, вкусненько едет, даже по такой трассе, где мало снега. Все, голова-нога ловит. Вы теперь немножечко понимаете, что такое фрирайд. Это парень, который на X Games долбил соревнования, выиграл во фристайле. Он приходит во фрирайд, он не может 3 уехать. Он не может прямой прыжок уехать, посмотрите. Вы думаете, он не умеет кататься? Он, блядь, такое творит. На Ютубе просто Дэнни Дэвис, и вы поймете, что это за парень. Дастин Крейвен в этой попытке он выигрывает ее. Крис Райзман и Джеред Элстон. Крис Райзман, его первая попытка, смотрим, выбирает какую-то интересную линию, делает фронтсайд 3, уезжает, посмотрите, как его начинает ускорять. Из-за того, что снега немного, там вот просто только направили доску вниз, вас ускоряет. Очень хорошая бэксайд 3, и еще фронтсайд 360, еще одна. Финальный прыжок, что нам покажет он здесь?
Бэксайд 720. Ловит головонога, но попытка очень неплохая. Молодца. Джаред Элстон врывается. Посмотрите скорость. Ну, то есть, вообще, если мы говорим про соревнования по фрирайду, то там есть такое понятие, как флюидность, что вы не тормозите много, то есть вы прям по линии падения воды хреначите вот так вот, то есть на диких ходах. Очень ценится, не знаю, насколько здесь это ценится, бодро едет, пока сильно серьезных каких-то трюков он не показал. Бэксайд трешечка, ну, приземляется на жопу. Видите, то есть все очень динамично. Раз, два, три, прыжки, 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 прыжки. То есть это как бы не слоп-стайл, на котором вы там на тренировке 10 раз прыгнули. На тех же трамплинах просто вообще идентичных. Здесь все меняется. Один человек жопой приземлился на призему, и там дыра. Вы не можете уже туда приземлиться. Заканчивается фронтсайд трехой. А вот и баллы. Нет, Крис Райзман не дотянул. Джаред Элстон его перекрыл. И это самая невероятная заруба. Как эти два парня могли просто попасть друг на друга? Сука, я так расстроился. Я прям пиздец расстроился, ребят. Это Трэвис Райс, легенда сноуборда, делает К5 и падает. Да, и кажется, легенда, ничего себе, пятерку не может уехать, да что с ним такое? А я вам скажу, мне очень интересно следить за этими соревнованиями, потому что снега немного. И прям, ну, сложная трасса. Вот сложная кондиция там, снега и всего. Вот нереально сложно, я вас уверяю. И ребята выживают. Вот его просто, он подлетает, его хреначит туда-сюда. Вот он сейчас сделал фронт 180, падает. Вы думаете, ну, то есть, он специально этого хотел? Нет, его просто крутило вообще. Как Юлу крутило. И он там по ходу событий придумывал, что сделать все-таки на сноуборде, там, что же придумывать. Кевин Бэкстром, это, ну, человек с уникальным стилем. Просто он взрывает мозг. Делает настолько простые трюки, но делает их супер стильно. Просто бэксайд 180 такой раскрытый, прям прямой прыжочек с бэксайд шифте. Ну ты смотришь, вот это искусство. Это действительно искусство на сноуборде. Как он... Это просто прямой прыжок, уезжает, едет, едет, едет. Хорошие, ну, хорошие поворотики, плавные. Езда мне очень нравится. Делает бэксайд трешечку. Чуть-чуть делает лейбэк на заднюю ножку. Надо ехать. Фронтсайд трешечка. С шифти, дабл шифти. Блять, во фрирайде такое никто не делает, потому что, ну... Я не знаю почему. Я после этого, я смотрю, я хочу попробовать уже фронтсайд треху с дабл-шифте. Великолепно. Кевин Бэкстром выигрывает Трэвиса Райса в этой попытке. Аж 79 баллов против 29. Себет Дебак и Торстен Хоргма. Это исключительно два фристайл-райдера. Себе знаю лично. Участвовали на многих соревнованиях в прошлом. На Кубках мира. Вот он до сих пор выступает во фристайле. Про Торстена Хоргма расскажу чуть позже. Что это за перец, вы будете удивлены. Итак, Себе делает бэксайд трешечку. Ух, посмотрите на приземление, как он нежно его обработал. Так едет прям вот плавно. Танец, понимаете, какой? Да. Пытается фронтсайд 180. Фронтсайд 180 делает. Охренеть! Вот она, сила фрирайда, друзья. Ты только булочки расслабил, и тебя, как из катапульты, выплюнуло в какую-то ветку, в какую-то елку, в какой-то камень, хрен пойми. Прямой прыжок опять упал. Думаете, он кататься не умеет? Ну, опять-таки, возвращаясь на ютубе, введите Себе Дебак, увидите, такие вещи мальчик творит. Вот. А здесь даже 720 кто-нибудь сделает, там все вот так стоя аплодировать будут, я вас уверяю. Какая нежная фронтсайд 360, но не уезжает. Расскажу про следующего участника. Торстен Хоргма, это тоже легенда сноубординга, именно во фристайле. И до Олимпиады в Сочи 2014 года он постоянно участвовал на X-Games, на Кубках мира. Мы тоже с ним принимали участие на нескольких там соревнованиях вместе. На Олимпиаде он тоже был. История такая. На Олимпиаде он на периле раскладывается и... На стоп сейчас сделаю. Это интересная история. Нигде вы ее, бля, не услышите.
Торстен Хоргме это один из номер один, вообще номер один претендент был на золотую медаль в слопстайле на Олимпиаде в Сочи. Он делает в Disaster бэксайд хардвей 270 на перилу. То ли он не докручивает, то ли еще, то ли ловит конта и ломает ключицу на раскатке. После этой истории он сломался не только физически, но и морально. То есть он уходит из соревновательного спорта. Вообще. То есть ему, наверное, неинтересно стало. То есть он все, подвел черту и сказал в пизду. И после этого он начинает... То есть он ушел во фрирайд. Он ушел в катание в бэккантри. Вот. И его, ну, то есть он начал заниматься музыкой, то есть он начал самореализовываться в каких-то других уже направлениях, не только в спортивном фристайл-сноуборде. Вот такая небольшая история про Торстена. У него там, блин, несколько, я не знаю, кстати, у него много медалей на X-Games. Это золотой медалист X-Games вообще, если вы не знали. Бигейр он там валил вообще. То есть это, блин, чувак, который там делал триплы в бэккантри. То есть вот прям, там есть видос, лет 5 даже назад он это делал. Просто дичь. Вот. Ну, здесь его попытка. Вот он падает на прямом прыжке. И опять-таки, кондиция снега очень сложная. И поэтому мне прям невероятно интересно смотреть. Фронтсайд 360. Уезжает. Красавчик. Прямой прыжок. Падает тоже. Любопытно, чем это все закончится. Два райдера, то есть вообще не может ехать, не может справиться. Непонятно, что с ним. То есть, ну, очень непредсказуемо снег себя ведет. До подложки добиваешь сноубордом. Вот. Тебя подбивает постоянно. Бэксайд 720. Семерочку. Даже без грэба такое ощущение. Ну, он и уезжает. Все ребята аплодируют. И побеждает в этой схватке Торстен Хоргме 40 баллов против 20. Друзьяшки, я что вспомнил. У нас есть донаты. Короче. Кто хочет, можете задонатить. Там ссылку внизу прикреплю в описании, кому это нужно. Кто преисполнится, вдруг вам захочется тоже поддержать контент. Вот. Но, скорее всего, да. Главное, будем надеяться, что, чтобы не удалили этот видос. Заблочат 100% монетизацию, это даже бесспорно. Кстати, вот я прошлый Natural Selection комментировал, можете посмотреть тоже по ссылочке в описании к этому видео. Там тоже я комментировал именно в этом же месте Джексон Холл эти соревнования, но в прошлом году. Итак, у нас вторая попытка между парой Дастин Крейвен и Дэнни Дэвис. Дастин Крейвен идет сейчас на первом месте, то есть он прошлой схватки выиграл. Посмотрим, сможет ли он выиграть в этой схватке. Делает бэксайд 180, наконец-то уезжает. Все, они уже начинают прикатываться к трассе. Фронтсайд трёха, уезжает. Все, едет. То есть уже, смотрите, уже какая-то уверенность появилась. Уже у ребят получаются трюки. Они делают, то есть... Делают те же, короче, попытки. Все, на жопу. То есть, вот просто там, сантиметров 40 не туда доску направил. Все, упал куда-то в хребет жопой. То есть, сложность определенно имеется. Сейчас будет бэксайд трёха такая же. Видите, он ручкой потрогал, полапал елочку. Вот. Здесь делает вот фронтсайд 7. Уедет или нет? Уезжает. Это может его спасти. Дэнни Дэвис, ну что? Попытка, едет в свиче. Свич бэксайд 180 с ноузгрэбом, ну вкусно. Стильно, молодежно. Смотрите, так вот. Да, едет очень компактно, классно. Ну, мне нравится такой стиль. Очень классно работают ноги, верхняя часть тела. Прям вот как серфер истинный. Фронтсайд трешечка, криплер такой. Смотрите, как стильно. Ну, то есть, выглядят совершенно трюки во фрирайде по-другому, нежели чем в парке. Вот, просто метод сделал красивенький, вытянул ножку. Да, дальше мы все-таки... Он решает поехать. Он то ли перепутал, что ли? Нет, он не перепутал. Делает дабл грэб. Посмотрите, как его несет вниз просто, на всех ходах. Какие хорошие повороты. Прям... Да, Дастин Крейвен побеждает. Дастин Крейвен побеждает. Все. Дастин Крейвен выиграл 2 схватки, значит, он проходит дальше. Дэнни Дэвис. Итак, вторая попытка. Крис Райзман и Джей Элстон.
Что, пока он разгоняется, делает фронтсайд треху. Бум! Хорош! Здесь все, доска куда-то улетает вперед, он там на задницу отсаживается, просто чтобы не упасть. Бэксайд треха, посмотрите на этот пролет. Пролетище реально здоровый, но не уезжает, потому что ходов просто дикое количество. Делает фронтсайд треху. Если бы было много снега, было бы все довольно предсказуемо. Ребят бы ехали спокойно на релаксе, ничего, у них ноги не подбивали, посмотрите, чуть ли не падает. Делает кэп 540. Ну что, Джаред выиграл в прошлой схватке, если выиграет и в этой, то проходит дальше. Очень стильно едет, приятно. Делает просто прыжочек прямой. Долетает, и здесь еще один прыжок, бэксайд метод. Ну, допустим, но много за это баллов не дадут. Судейство здесь очень интересное, честно говоря. Тут то ли смотрят на какую-то эффектность, на креативность. Бэкфлип делает. Интересно смотреть на райдеров, которые рискуют, которые показывают какой-то интересный стиль. Фронтсайд треха. Ничего себе, 1,5 балла буквально. Джаред, молодежь, просто стариков выпинывает под сраку из соревнований, и Джаред проходит вперед. Красавчик. Моя любимая пара. Вообще, заселяйте их в домик срочно. Трэвис Райс. Все, переходит в свич-стойку. И знаете, он хитрюга пипец, блядь. Хитрожопый Трэвис. К5. Знаете, почему хитрожопый? Сейчас расскажу. Сейчас, ну-ка. Делает К5. Дальше, смотри, проезжает. О, как это хорошо! Ой. Ой-ой-ой! Чё такое? Трэвис сбивает... Трэвис берет елку, друзья мои, и хочет отвезти ее к себе домой. Может быть, у него не было новогодней елки. Я не знаю, зачем он ее взял, куда он ее везет, спросите вы. Я тоже не знаю. Может быть, он прям с ней сейчас начнет выполнять трюки. Я бы за это определенно ему начислил баллов. Посмотрим же, так ли это. Я ничего не понял. Но он ее оставил. Ну, взял бы как трофей елку. Ну все, что с ней будет? Уже все, ничего. С ней бы попер и сделал бы следующие трюки. Вот это было бы шоу. Делает бэкфлип. Ладно. Он собрал небольшой бонус в виде елки. Бэксайд метод. Хорошее, уверенное катание. А у меня аж слюни летят, понимаете, от такого просто великолепия. Оу, бэксайд 5. Очень хорошо. Очень хорошо. Трэвис Райс хитрожопый, потому что в прошлом году он точно такую же линию делал. Он прям начинал с К5 именно вот с того пупыря. Вот прям один в один решил не запариться, схитрить. Кевин Бэкстром. Оказывается, он серебряный призер Real X Games Real Snow. Вот. Он выиграл в прошлой схватке, посмотрим, получится ли сейчас. Фронтсайд 180, делать свич бэксайд 180. Стильный, приятный. Вот. Простой прыжочек вперед, прямой. Здесь, наверное, фронтсайд трешечку. Нет. Боже мой, ребята-операторы что-то нас подвели. Падает на жопу. Да, падает на задницу. Бэксайд трешка. Уезжает. В сильной фигуре. Фронтсайд треха. Фронтсайд треха такая же. Очевидно, что Трэвис Райс его перебил в этой попытке. Да, Трэвис Райс 81 балл, Кевин Бэкстром 77. Себе Дебак и Торстен Хергмо. Себе, Бэксайд 3, отсаживается на задницу. Ну, молодой парень. В целом, ему есть еще чему научиться во фрирайде. Это было изначально понятно. Делает фронтсайд 180. И хочет кэп 180 аут. То есть, дружище, это вообще-то фрирайд. Тут такие вещи, тут такие выкрутасы просто так не проходят. Выезжает на большой трамплин и бэкфлип. Уезжает бэкфлип, кстати. Тут ребята нам подписали, у Торстена Хоргмау, он трехкратный чемпион X Games в Бигейре вообще. Полетел. Ну-ка, фронтсайд 180, такой рэперский вообще. Рэпака дает лютого. Бэксайд треха. Кайф. Прямой прыжочек с грэбиком. Хорошо. Метод грэб. И видите, его просто еле как выживает.
Потому что приземы раздолбанные в хлам. Просто выживание, можно так сказать. Но на соревнованиях по фрирайду бывает и намного хуже. Просто все растаявшее и так далее. Итак, подъезжает на заключительный трамплин. Бэксайд 720 уезжает. Да, ну как бы в конце просто пацан уехал. Вертухана дал. Он даже сам разводит руками. Думает, я здесь ни при чем, ребят. Да, Торстен выигрывает, все. Торстен проходит в следующий раунд. Но это еще не все. Потому что Трэвис Райс и Кевин Бэкстром, у них было по 2 попытки. И в каждой попытке то Кевин Бэкстром выиграл, а во второй Трэвис Райс. И сейчас третий заезд, третья дуэль. Кто выигрывает в ней, тот проходит вперед. К5. Уф, очень четко. Фронтсайд 3. Буя. Очень далеко. Видите, как его разгоняет? Просто пол склона пролетел, как самолет реально. Здесь бэкфлип, наверное, с ноузгрэбом еще его сделал. Нормально, законтролил скорость, выехал. То есть пока четкая попытка, очень хорошо идет. Очень хорошо едет, переходит в свич. Какая широкая стойка у него, кстати. Свич, бэксайд 5 с грэбом. Уезжает. И это очень будет сложно Очень сложно будет перебить Кевину Бэкстрому. И знаете, Кевин, блин, это тот чувак, который... Я не хочу терять ни Трэвиса Райса, ни Кевина Бэкстрома на первом раунде. Если бы это был суперфинал, вообще было бы прекрасно, идеально. Но это только первый раунд, ну квалификационный. Ну зачем вы поставили этих ребят вместе? Я очень расстроился, когда увидел эту пару, потому что один поедет домой. Кевин Бэкстром. Фронт 180. Свич, бэксайд 180. Бог ты мой, какой затяжной, какой вот вкуснейший стиль. Бэкфлип просто, ну мурашки реально по коже. Ну то есть такой расслабленный стиль и просто, не знаю, ну уникальный. Да, делает прямой прыжочек, выезжает, просто на верхушку приземляется вот этого пупыря. Делает бэксайд 3. Немножечко ручками там он помахал, немножко взлетел наверх, как горный орел. Трамплин. И... Ой-ой-ой, какой вкусный фронтсайд 720 с тейл-грэбом. Вы понимаете, зачем заставляют нас выбирать между этими ребятами? Это просто пиздец. Я не хочу, чтобы ни один, ни другой уходил. Посмотрите на реакцию людей после фронтсайд 7. Это топовые райдеры в мире, во фрирайде, во фристайле. После 720 градусов они подняли руки вот так вот. Трэвис Райс 92 балла, Кевин Бэкстром 89 баллов. Мы теряем на этих соревнованиях Кевина Бэкстрома. Итак, у нас вышли вперед Дастин Крейвен, Джаред Элстон, Трэвис Райс и Торстен Хёргмо. Итак, Микель Бэнк на старте. Норвежский райдер. У норвегов всегда такая невероятная школа сноубординга. Делает свич бэксайд 180 с грэбиком. То есть четкость и стиль они подкупают, конечно. Вот. Микель Бэнк. Кстати, а вы в курсе, что Микель Бэнк на прошлых соревнованиях выиграл прошлые соревнования? Ой-ой-ой! Вот и трасса наказала, дала поджопник Микель Бэнгу, что он чуть ли телевизором вперед не полетел. Знаете, почему такой полет называется полет телевизором? Что вот когда ты сидишь на диване перед телевизором, у тебя ноги впереди вот так, на кресле, а спиной вот так. Так и люди вот так вот сидят, точнее, вылетают на трамплинах, когда у них ноги вперед. Называется телевизор дал. Артур Лонга, первая попытка. Обязательно посмотрите, введите там на ютубе Артур Лонга, и вы увидите, что это за тип. Вы его узнаете. Какие он там прыгает трансферы с трамплинов, вы охереете. Фронтсайд 3. То есть он знаком с прыжками, с фрирайдом не понаслышке. Падает. Реально, он, по ходу дела, даже не понимает, что там было, куда там лететь. Он поэтому на жопу отсадился, перестраховался, потому что хрен знает, что там. Ёп! Он опять за свое. Этот проказник опять за свое. Вы посмотрите, сколько он метров пролетел. Это что такое? Это что за зверь?
лесной. Посмотрите, ну, то есть, обычные парни прыгают, ну, на 10-15 метров. Что творит этот мальчишка? Вот чё он куда он там едет? Все прыгают прямо, он прыгает в бок. Да насрать. Посмотрите, какой пролет. Просто тридцатка какая-то вообще. Ну и здесь он делает бэксайд трешку. На жопу отсаживается максимально. Итак. Ну, Микельбэнк 76 баллов, Артур Лонго 38. Уай, Блэкпул, фрирайдер, Торгер Бергрен. Знаю Торгера лично, также на многих соревах участвовали, с ним катались. Это парковый райдер, исключительно. Вот. Блэкпул на старте, тоже хороший, приятный, вальяжный стиль. Бэкфлип с ноузгрэбом. Посмотрите, как его ускоряет. Это все из-за того, что снега немного, только какой-то след появился, все. Фронтсайд трешечка. Как он хорошо уезжает. Вгрызается просто. Как голодный пес вгрызается в кость, так и Блэкпул вгрызается в приземление. Прыгает по помпушечкам, балдеет, наслаждается сноубордингом. Куда-то непонятно он едет, что-то куда едет, такой, о, кочка, поеду-ка я на нее. Бэксайд трешечка с тейлгрэбом, хороший проезд. Торгер, норвежская бригада. Норвегия, конечно, очень сильные райдеры. Очень стильные. Бэксайд трешечка. Прямой прыжок. Метод грэб. Все. Ой! Вот они, корни фристайлера. Они не могут, понимаете, куда-то пропасть. Ну, словил конта. Ну, что поделаешь? Ну, словил. Ну, начало крутить. Ну, поймал конта. Ну, ты продолжай сальто делать. Вот что нам и демонстрирует Микельбэнк. Начинает крутиться в разные стороны. Его уже все, не остановить. Парень вошел во вкус. Да, конечно, расколбасило пацана. И колбасит вообще. Просто кубарем летит в самый низ. Посмотрите на пролеты. Вот вам кажется, что пролеты маленькие. Посмотрите на этот пролетище. Бабах! Очень неплохой. О, смотрите, словил конта. И бэксайд Родео сразу же с грэбом начал докручивать. Чуть больше пролетом. Нормально докрутил бы, плюс балл получил бы. Блэкпул в этой схватке побеждает. Еще есть вторая попытка. Бог ты мой, ну про этих мальчиков надо рассказать чуть побольше. Гейб Фергюсон. Это брат младший, скорее, насколько я понимаю, Бена Фергюсона, который также участвует в этих соревнованиях. Вот. Сейдж Кётценберг. Это, уникальный мальчик. Это парень, который выиграл Олимпийские игры в Сочи 2014 года в слоп-стайле. То есть это чисто слоп-стайл-райдер. Мало того, Сейдж Кётценберг, я вспомнил, кто все-таки первое место занял на X Games Real Snow в прошлом году. Это был Сейдж Кётценберг. Вы посмотрите, вбейте Сейдж Кётценберг X Games Real Snow, вы увидите его профайл на 1 минуту. Вы просто в осадок выпадете. Что делает этот пацан? Гейб Фергюсон, молодой мальчик, делает фронтсайд 180 и кэп 180. В целом, посмотрите, как он плывет по трассе. Трасса в кочках. У него так коленочки хорошо работают. То есть верхняя часть тела, она такая стабильно держится, а коленочки бах-бах-бах-бах-бах обрабатывают все. Бэксайд треха затяжная, медленная. Посмотрите, какая стабильность. Не теряет стоечку, едет. То есть это дорогого стоит. Это видно сразу же, что... Вы сами видели, как ребята просто пытались прямой прыжок сделать. Выживает на бэкфлипе. Выживает просто. Держится до конца. Сейдж Кётценберг. Я за ним, конечно, слежу. Он после Олимпиады, как выиграл золото, ушел в бэккантри фристайл. Вот, то есть он на соревнованиях редко там начал появляться. Все, видимо, ему стало неинтересно. Бэксайд трешечка. Ух, видите, как его ускоряет? Просто он там пытается на заднем канте отсадиться здесь. Его трясет вообще. Какая-то джага происходит. Фронтсайд треха. Перешел в свич. Неужели кэп 5? Кэп 5. Отсаживается. Ведь просто пятерку-то уехать сложно, ребята. Мне кажется, Гейб Фергюсон все-таки как-то получше прокатился. Да, Гейб 88 баллов, Сейдж 59 баллов. Итак, Бен Фергюсон. Посмотрим, как откатает старший брат. Блин, стиль очень классный поворотов. Уф. Метод грэб. Притормозил. Едет дальше. Фронтсайд трешка. Красава.
Ну что, большой пупырь, большой прыщ. Бэксайд 7. Уй, эту попыточку сложно будет перекрыть. Бен Фергюсон, Остин Свирин. Фронтсайд 3, или это уже вторая попытка? Фронтсайд 3. Вперед просто рвется. Какая скорость? Что творится сейчас? Я не понимаю. Фронтсайд 720! Нет, не уезжает. Это был Остин Свирин. Сори. Да, Бен Фергюсон. Бен Фергюсон на первом, выигрывает эту схватку. Итак, вторая попытка. Пара Микельбэнк и Артур Лонго. Микельбэнк выиграл в прошлой схватке, и сейчас ему нужно просто дожать и также выиграть в этой. Делает такое же. Switchback с 180. Здесь фронтсайд 3, скорее всего. Ничего даже не сделал. Просто обработал эту кочку. На прыщ на этот. Все никак не могут этот прыщ задавить. Делает прямой прыжок с прыща. Бэксайд 3. Очень сильная скорость. Непонятно. То ли он... все. Он спрятался под елку. Как притворился новогодним подарком. Сейчас следующую попытку будет делать Трэвис Райс. Он его подберет из-под елки. Он туда любит заезжать. Мы уже это поняли. Тормозит, притормаживает. И здесь фронтсайд 7. Микельбэнк. Артур Лонго. Друзья, напоминаю, что посмотрите видосы либо в Инстаграме, либо на Ютубе этого парня. Вы не пожалеете. Вы просто прозреете от такого, что творят сноубордисты. Что-то уникальное. Фронтсайд 3. Классная раскраска, кстати, его сноуборда. Также повторяет за Микельбэнгом. Повторяет и залазит под елку. Как в школе решил списать у двоечника. Ёпрст. Чего? Опять делает этот дикий трансфер. Я слышу, комментатор просто... комментатор тоже в восторге. Он в шоке немножко от того, что творит Артур. Пока что-то как-то, ни то, ни сё. Ни рыба, ни мясо. Посмотрим. Может, он сейчас что-то... Бэксайд 7. Да, уезжает. Чуть-чуть отсаживается. Но интересно. И тот, и другой попадали. Кто прорвется, непонятно вперед. Итак. Микельбэнк и Артур Лонго. Микельбэнк 82 балла, Артур Лонго 53. Все. Микель проходит следующий раунд. Блейк Пол, Торгер Бергрэм. Блейк Пол чуть ли не размотался в самом начале. Ладно. Ну что, нужно также на этой попыточке отработать все по максимуму. Делает такой же бэкфлип с ноузгрэбом. Не возбраняется повторять попытки, которые у вас были в первой попытке. В первом заезде. Фронтсайд 3. Такая серферская техника у него, такая расслабленная. Бэксайд 7. Ай, дружок, так лег реально. Вот я после катания прихожу, я также ложусь на кровать. Просто растягиваюсь вообще на всю кровать. И он именно такое же упражнение исполнил на приземлении. Торгер Бергрэм, вот все карты у тебя на руках. Проедься стабильно в этой попытке, и, возможно, у вас будет третья схватка, где можно будет прорваться вперед. Бэксайд 3, прямой прыжок делает. Бляха-муха, чувак, зачем ты лезешь на этот вылет? Он раздрочен, его уже просто разбомбили. Домой! Мальчик мой, домой! Что и требовалось доказать. В контр-уклон туда врезается и все. Фронтсайд 5. Кому это надо? Это уже все, разложен, раскладушку исполняет на приземлении. Да, уже не восстановить потерянные баллы в этой попытке. Хотя... Чего? Чё ты творишь? Фронтсайд 9. Посмотрите на реакцию. Ну что, и баллы 65 и 64, 0,4, блять, что у меня с языком? 0,4 балла.
Проигрывает Торгер Бергрэм и едет домой. Да, Блэкпул врывается вперед. Гейб Фергюсон и Сейдж Котценберг. Гейб, молодой мальчонка с очень хорошей техникой катания. Фронт 540 на первом пупыре. Да что за энергетик он пьет? Это Monster Energy. Сам дьявол вселился, какой-то зверь в этого мальчонку, что он выполняет такие трюки. Просто его колбасит, но он исправно выполняет свою работу. И здесь бэкфлип. Сможет ли он уехать его? Да, на первый вылет. Делает бэкфлип с ноузгрэбом. Потрогал, отпустил, потрогал. Вот, проверил, что все, сноуборд на месте. Сноуборд не отстегнулся. Бэксайд трешечку делать. Чё за прямые колени? Сейдж Котценберг. Сразу же видно, что парень-то наш, Сейдж, любит кататься в очень пухлом снегу, в перепаудере, сниматься, прыгать. А когда вот такая история, когда снега очень мало, он не привык. То есть можно даже очень хорошо и отчетливо увидеть, как он на прямых коленях проезжает кочки. К5 уезжает. Возможно, он сейчас пройдет, реально. И я бы был очень рад. Ну что, Гейб Фергюсон, Сейдж Котценберг. Гейб Фергюсон, 78 баллов. Сейдж Котценберг, 79. Будет третья схватка. Будет заруба. Любопытно, кто пройдет. Вот. Очень интересно. Что, Бен Фергюсон выиграл прошлую схватку. И сейчас двигается вперед. Бэксайд 5! Уезжает. Как же хорошо. Потерся об скалу в процессе. Видите, темп какой. Бэксайд 720. Обосрался. Ладно, пустил коричневый след, ничего страшного. Шанс для Оустина Свидена показать, на что он способен. Фронтсайд треха. Еле как оттормаживается. Ой-ой-ой. На прыще прыгает. Прыщ выпячивает его. Вперед выталкивает. Фронтсайд треха. То есть, мне кажется, у него мозг даже не успевает соображать. Хреначит на всех ходах. Очень классная флюидность. Посмотрите на хода, на скорость. Как быстро, в каком темпе проезжает трассу. Я балдею. Очень хорошие повороты. Стильные, техничные, качественные. Вот. Одно удовольствие. И фронтсайд семерочка. Фронтсайд девятка. Ай-яй-яй-яй-яй. Отсаживается на задний кант, на жопу. Смотрим, кто пройдет дальше. Да, Бен Фергюсон проходит вперед. Молодец. Это заруба. Гейб Фергюсон. Третья попытка. Сейчас будет решаться, кто из них пройдет вперед. Либо Гейб, либо Сейдж. Фронтсайд 5. Уезжает. Хорош. Хорошая пятерка, стильная. В 180 с грэбом. Очень собрано, не теряет стоечку. Глаз радуется. Опять запрыгнул на прыщ. Все, прыщ хорошо проехал. Бэксайд трешечка. Посмотрите, какой стиль. Плавный, нежный. Несмотря на вот этот трэш, который творится на горе. Снега мало. Самую большую кочку нижнюю, которую облюбовали абсолютно все. Итак, бэкфлип. Уедет или нет? Хоть третий-то уезжает. С третьего раза уезжает эту попытку. Я не знаю, что нужно сделать Сейджу Котценбергу, чтобы переплюнуть этого малыша. Бэкфлип, ноузгрэб. Как его колбасит на приземе. Постоянно отсаживается на заднюю ногу, но выезжает. Так, бэксайд трешечка, плавная. Все, приземляется, опять начинает его колбасить. Ух ты, хорошо, стильно, приятно, молодец. Финальный пупырь. Финальный пупырь. О май гад! 900 градусов. Я про это вам говорил. Вот такое мясо будет дальше. Его будет больше. Сейдж Котценберг, поздравляю, братишка. Ты проходишь следующий раунд. Реакцию будем смотреть. Вот она реакция, ребят. Когда аж несколько человек за голову схватились. Потому что это мясо. Вот чем отличаются соревнования по фрирайду от соревнований в парке. Сейдж Котценберг 3 балла обогнал, даже 2,4.
И проходит дальше. Заруба лютая уже в первый день. Дальше будет второй день. Комментирование второго дня прямо сейчас. Напоминаю, что у нас можно оставить донат, кинуть по ссылке в описании. Можно посмотреть предыдущий обзор Natural Selection прошлогодний. Также я прокомментировал X-Games вот буквально пару дней назад. Вот, собственно, и все. Ну что, день второй. Смотрим, что нам предстоит сегодня увидеть. Итак, у нас 4 пары. 8 человек. В следующий тур выходят 4 человека. И суперфинал остается 2 человека. Также сегодня мы посмотрим и попытки девчонок. Будет очень интересно. Джаред Элстон и Дэниел Крейвен. Посмотрите. Оу, бэкфлип. Да, такое ощущение, что выпало немножко снега. Нам везет с этим. Фронтсайд 3. Что он творит? Вот это врыв. Вот это мощь. Бэксайд 360. Хорош. Ага. Мне подсказывает моя задница, что для финала выбрали другую часть склона. Дастин Крейвен стартует вторым. Ай-яй-яй! Дастин просто бомбит на плоскачно какой-то. Коптер не успевает, конечно, за ним. Бэксайд 720! Он уезжает, но при этом делает его без грэба. Видно, что парень не так часто тренируется в парке, но зато уехал. Зато было приземление. Фронтсайд 360 падает на жопу. Все приземление соскабливает. Едет по похожему маршруту. Посмотрите, какая дикая высота на самом деле с этих дропов. Да. Я думаю, что Джаред выиграл, да. Итак, Торстен Хоргмо, он едет первым. Вот она! Вот это стиль! Фронтсайд трешечка с вытяжкой. Хода безумные. Бэксайд семера! Ай, блядь, ну что это? Расслабил ножки, завалился на задний кант и запорол. Но здесь бэксайд 5. Все, парни уже... Ну, как бы, уже прошло время разогреваться. Они начали сжечь напалмом и сразу же гасить по максимуму. Трэвис Райс на старте. Что покажет этот парень? Бой! Бэкфлип, метод грэб. Мягенько, хорошо. Надо, кстати, вспомнить мне тоже этот трюк. Что-то я, блин, с бланшем прыгаю постоянно, как лузер. Фронтсайд 360. Качественно. Едет бодро. Бэксайд 7 с ноузгрэбом. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять повторяет за Торстеном Хоргмо. И также падает практически на том же трюке. Ебой! Он сделал фронт 360 и сделал бонг об елку. Явно Трэвис Райс неравнодушен к местным деревьям. В первом дне он срубил на корню одну елку. И... Трэвис Райс. Да. Практически 10 баллов разницы. Будет еще один заезд. Микельбэнк двигается на трассе. Чуть ли карвинг там не делает. Ой, как красиво, бог ты мой. Фронтсайд 180 с грэбом, аж 2 вытяжки подряд. Бэксайд 5 с ноузом. Божечки, неужели... Все ребята прикатались, конечно, его дико вперед уносит, еле как удерживается. Бэксайд трешечка, очень мягкий, приятный стиль. Микельбэнк, ну просто не может не радовать. Норвежская бригада, обойма, бэкфлип, ёб твою налево. Там коряга, что ли, какая-то. Блейк Пол на старте. Повтор потом посмотрим, как Микельбэнк упал. Мне очень любопытно, то ли он зацепился, то ли что. Боже, какой красивый бэкфлип с ноузгрэбом. Я смотрю на этих ребят. Мне хочется пойти прямо сейчас. Взять сноуборд, пойти покататься, потренироваться. Блейк Пол, бэксайд 7 делает. Хорошо уезжает. Двигается очень уверенно. На приземлениях сразу же вгрызается, начинает отрабатывать коленями. Микельбэнк пока...
не достиг такого уверенного катания. Вот этот бэкфлип. Блин, ну покажите с другого ракурса нам. Посмотреть, почему упал. Охренеть. То ли у него там заживало сноуборд, куда-то он то ли воткнулся. Да, Блэкпол 88 баллов. Микельбэнк 64 балла. Будет вторая схватка, конечно. Бен Фергюсон против Сейджа Кетценберга. Сейдж Кетценберг выкинул с этих соревнованиях брата младшего Бена. И Бен будет мстить. Но начало было положено превосходное. Фронт 5 с переднего конта, похоже на фронт Страдео, но не уезжает. Бен будет мстить за своего брата кровь за кровь, как просто итальянская мафия, понимаете? Сейдж Кетценберг врывается на склон, делает довольно мягкий, простой трюк, который сможет сделать большинство из нас. Вот это уже интересно. Делает фронтсайд 540. Выезжает. Пока не разбили все приземления. Можно более-менее на расслабоне как-то уезжать эти приземления. Бэксайд 360. Вот. Его, конечно, подбивает на каждой кочке. Просто Сейдж выживает. Итак. Да, Сейдж выигрывает эту схватку в своей шапке 8-летней девочки. Вот, он уходит дальше, готовится ко второй попытке. Джаред Элстон против Дастина Крейвена. Джаред выиграл первую попытку, первую схватку. Бэкфлип. Хорошо уезжает. Его подтряхивает, но он четенько выходит со второго трамплина. Дальше едет, отрабатывает коленочками, просто какой-то танец исполняет вообще своими коленями, потому что хреначит похлеще, чем КамАЗ Мастерс вообще. Ой-ой-ой. Кстати, грамотно взял очень мало скорости, чтобы его вообще не размотало. Вот он прям на сейве проехал. Ну что, Дастин, у тебя есть возможность пройти в следующий тур. Бэксайд 180. Довольно интересное исполнение, такое нетипичное для фристайлеров. Бэксайд 7, Сноус Гр... Ой-ой-ой! Вот это уровень! Человек приземляется, его сразу же кидает на следующем камне, и он выезжает. Видно сразу же, знаете, фрирайдера, который к таким историям готов. И вот я только решил похвалить пацана, как он запорол на корню свою попытку. Да, домой, Дастин домой, но заявочка была неплохая. Джаред Элстон проходит дальше. Торстейн Хоргмо и Трэвис Райс. Трэвис Райс выиграл в прошлой схватке. Торстен, приготовил ли ты для нас что-то необычное? Хорош! Ой, молодца! Делает фронтсайд 720, чуть ли не бортанул он елку, но выживал. Ёп, твою налево. Мне постоянно кажется, что пацаны жопой собирают пеньки. Торстен просто не может сконтролировать свою скорость, вылетает вперед, но зато уезжает все свои трюки. Как? Ну, то есть, прям по приборам хреначит. Вообще, ноги в одну сторону, руки в другую, но трюки уезжает. Его прям, видите, хреначат, он не может контролировать скорость. Этим и отличаются ребята, которые гасят на фрирайд соревнованиях, от ребят, которые просто делают мощные трюки в паудер, то есть в большое количество снега. А когда нет снега, вот начинаются вот такие проблемы. Трэвис Райс, ну, этот парень знает свое дело, начинает, мне кажется, К5. О май гуднес! Он уезжает, этот трюк. Там такой перелет был сумасшедший. Фронтсайд 7. Бабах! Ёппересете. Раскидывает на приземе. Ну что, я думаю, что Торстен выиграл в этом батле. Да, конечно. Красава. Будет третья схватка. Микельбэнк и Блэкпол. Микельбэнк проиграл в прошлой схваточке, но я надеюсь, что он отыграется. Вот она, фронтсайд 180 с такой с двойной вытяжкой. Такая йога прямо в воздухе. Свитчбэк 5 уезжает. Молодец, держаться, держаться.
Хорош, хорош, хорош. Нормально, едет дальше. Ну, то есть, блин, смотрите, какая красивая, стильная попытка. Хорош, молодец. Я просто балдею от... Ну, бляха-муха, ёпарасоте. Не знаю, мне кажется, за это снимут балл, как за падение. Блейк Пол, если хорошо доделает эту попытку, то проходит следующий раунд и делает бэкфлип с ноузгрэбом. Очень хорошо уезжает. Бэксайд 7. Блин, ну... Микельбэнк, друг мой, смотри трансляцию, пересматривай, братик. Вот, и... Вы заметили, как только я начинаю кого-то хвалить, сразу же происходит какая-то непредвиденная ситуация. Но что-то мне подсказывает, что Микельбэнк проходит... точнее, выигрывает в этой схватке, и у них будет третья битва, третья попытка. Микельбэнк выигрывает в этой схваточке. Будет третий заезд. Итак, мы наблюдаем возмездие итальянско-американской мафии в виде, точнее, Бена Фергюсона, который должен отомстить за своего брата младшего, Гейба Фергюсона, именно которого Сейдж Кёрценберг на прошлом раунде выкинул с этих соревнований. Ну, посмотрим, сейчас будет типа Фронсайд Родео 540. Как же вкусно и как же неприятно. Итальянская мафия может отправляться домой, думать о том, как они отомстят на следующих соревнованиях Natural Selection, если Сейдж Кёрценберг уедет в свою следующую попытку, потому что Бен Фергюсон упал второй раз на том же трюке. Да, здесь что-то крутанет. Ну, трешечку. Уедет, нет? Нет. Сейдж Кёрценберг. Это парень, который украл шапку у своей младшей сестры. Шапка с помпушками. Ну, цвет мне не нравится. Зеленый. Какой-то вот, ну, я не знаю, обдристанный болотный цвет. Сейдж Кёрценберга опять хреначит просто на диких ходах. Он прям выживает. Он не может оттормозиться. Вот прям выживает парень, но зато в полете делает красоту и уезжает. Сейдж, просто вали, не надо прыгать, есть, блядь, по снегу, я тебя прошу. Не надо ничего топить, просто доедь по прямой, хренач, брат. И Вова его просто таращит в разные стороны. Итак, да, Бен Фергюсон понимает, что Сейдж его... выиграл. Торстен Хёргмо и Трэвис Райс. Это третья схватка этих буйволов, я бы так сказал. Потому что Торстен похож, конечно, на цыпленка вообще в желтой куртке. Но техника у него явно как у буйволов. Фронтсайд 7 с ноузгрэбом. Бэксайд 7 сразу же, бляха-муха. Как он хорош. Делает укладку на заднем канте. Это был карвинг. Не думайте, что он споткнулся. Это был карвинг чистой воды. Свитчбэксайд 540. Трэвис Райс на старте. Бэкфлип с ноузгрэбом. Вкусно, качественно, молодежно. Бэксайд 5. Ай-яй! Ёп твою налево. Не-не-не, все нормально. С ним все нормально. На самом деле очень жесткое падение. Очень жесткое падение. Ну, давайте посмотрим. Ой-ой-ой, да, передавил в переднюю ногу. Хорошо, что там камней не было. Видите, рядом камень аж лежал. Жесть. Да, Торстен выиграл в этой схватке. Тут спора нет. 90 баллов Торстен Хёргмо. Это мощно. Микельбэнк и Блейк Пол. Третья схватка. Финальная. Дабл вытягун от Микельбэнга. Мне кажется, он там в воздухе так разминается. Свитчбэксайд 540. Хорошо. Живет. Живи, Микельбэнг. Стильный. Стильная пятерка с ноузгрэбом. Ой-ой-ой, какая хорошая семерка. Но прямые колени, прямые ножки, особенно на заднем кантике.
накажут тебя на буграх, мальчик мой, моментально. Блейк Пол, конечно, может обосраться, пустить такой коричневый след, или может сделать среднюю линию по сложности и пройти в следующий раунд. Так оно и происходит. Бэксайд 360, бэкфлип, бэксайд 360. Все, как бы, да, надо просто уезжать. Фронтсайд трешка, не рискует, уезжает. Какая техника, посмотрите, как хорошо контролирует скорость. Просто тело не разматывает. Жалко, конечно, что Микельбэнк вылетел, потому что Микельбэнк может такое показать, такую креативность показать, как он в прошлом сезоне. Охренеть! Вот это чудеса судейства. Вот это очень интересно. И Микельбэнгу, несмотря на его падение, ну такое, типа, вскользь падение, ему дают колоссально высокий балл. Потому что он сделал все стильно, сделал сложные трюки. А Блейк Пол сказали: брат, неинтересно. Здесь пришли пацаны с яйцами рисковать, показывать что-то, что не видел фрирайд в принципе. Что не видели люди в соревнованиях по фрирайду. Так что Блейк Пол, сорян, гудбай. Ну, парни не поняли, видите, они даже... Блейк Пол, типа, не понимает, а почему ему дали меньше. У нас полуфинал. Джаред Элстон и Торстин Хергмо. Джаред... О май гуднес, бой! Дабл бэкфлип. Уезжает. Уезжает К5. Боже мой! Что этот мальчишка нам приготовил на финал? Да как же его колбасит? Он что там выпил Редбула опять на перемене вообще? 22 годика из Америки. Это уничтожительная вообще линия. Хотя еще здесь еще один флип. Немножко на жопу отсадился, но мы уже на это не обращаем внимания. По сути, двойной бэкфлип это та же семерка. А Торстин Хергмо, дамы и господа, умеет делать эти трюки. Фронтсайд 7 в его исполнении снос... Ёп твою... Вы знаете, на что это похоже? Его, короче, выкинуло на банане водном за скутером катают людей. И вот эти люди с банана вот так улетают, в общем. Вот так же и сейчас Торстин Хергмо, прям как с этого банана, вылетел на приземе. Смотрим еще раз. Это замечательное, яркое событие. Смотрите, он желтый как банан. Бабах! Здесь должна быть песня. Мы на банане. Сука. Я не могу. Ну да, Джаред выиграл в этом раунде, в этой схватке. Ну что, Сейдж Катценберг против Микельбэнга. Это два парня, которые знают, что такое фристайл в парке. Не понаслышке. Сейдж... О май гад! Бэксайд 7 с Джапан грэбом. Идеальный. Фронтсайд трешечка. Как его ускоряет? Да что ж его так штырит-то вообще, а? Но он действительно брал какой-то мастер-класс у ребят из КамАЗ Мастерс, которые хреначат по каким-то песчаным бурям, буграм, и им насрать на все. К5 делает Сейдж. Это очень хорошая попытка, невероятно стильная и приятная на глаз. Ну, в общем, да. И бэксайд трешечка такая миленькая. У Микельбэнга есть супер оружие. Он может своей креативностью разорвать в клочья вообще все соревнования, потому что то, что он учинил в прошлом году, все даже представить не могли. Бэксайд трешечка с тейл-грэбом. Вкусно, сильно, молодежно, нежно. Плавно, никаких резких движений. Бэксайд 5 уезжает. Хорош. Уже более-менее как-то читает приземление. Едет сквозь елки. Бэксайд С... Блядь. Ой, блядь. Он просто делает дырку, блядь, своей головой в приземлении. Ну, здесь понятно. Сейдж выиграл. Джаред Элстон и Торстин Хергмо.
Вторая попытка. Смотрим, кто же из них пройдет финал. Даблбэк. Какой же он стильный, какой же он четкий. К5 с грэбом, с вытяжкой. Бляха-муха. Распидорила Джареда. И это возможность Торстена Хёргма ухватить птицу счастья за хвостяру просто и продвинуться дальше. Ну, здесь будет фронтсайд трешечка, в которую он уехал. Молодец. Торстен Хёргма на старте. Вспомним, что в прошлой попытке он сделал фронтсайд 7. И его отпружинило, как с водяного банана на приземе. Фронтсайд 7 уезжает. Ёб твою налево! Да что ж такое? Невезуха какая-то на этом приземлении у Торстена. Он падает на этом же месте второй раз. Это, конечно, фиаско, друзья. Но здесь делает бэксайд 180. Приземляется в мягкий снег, контролит всю скорость четко. Но Джаред упал тоже. Поэтому здесь бэксайд 7 падает. Да, мне кажется, Торстен не проходит дальше. Ну что, смотрим баллы. Ой-ой-ой-ой, просто разница в несколько баллов. Да, Торстен Хёргма домой. Сейдж Котценберг и Микельбэнк — это их вторая схватка. И, честно говоря, мне все равно, кто пройдет дальше. Они оба лютые красавчики, за ними, за обоими интересно следить. И Сейдж Котценберг прикатался к этим кочкам, делает бэксайд 5, на свич бэксайд 5. Все четко, все с грэбами, вкусно, сладко, молодежно. Бэксайд трешечка, он понимает, что все, он красавчик, он молодец. Нужно булочки расслабить и доехать просто до конца. Микельбэнк едет свою вторую попытку. Бэксайд трешечка. Хорошо. Все выезжает. Все четко. Молодец. Ну что ж. Здесь бэксайд 5. Уехал. Уехал держаться. Вот такая вот история. Ну, на жопу приземлился. Да. Сейдж Котценберг перекатывает Микельбэнга. Сейдж проходит в финал. Поздравляю. Это круто. Это очень мощно. Хорошо, что он вообще первый раз участвует на этих соревнованиях на Natural Selection. Круто, что он заявил о себе прям так. А теперь финальные заезды. Сейдж Котценберг против молодого парня из Америки. Итак, финал. Сейдж Котценберг против Джареда Элстона. Сейдж едет первым. Бэксайд 7 с Джепеном. Хорош. Очень хорошо у него поставлен этот трюк. Прикатался, пацан. Фронтсайд трешечка, оттормозился. Молодец, контролирует скорость. Живет. О, переходит в свич. Такой сделал 180. Это значит, что будет девятка. О, да! Кэп 9. Ну что, малой 22-летний рэпер, попробуй дядьке Сейджу что-то противопоставить на вот такую вот попыточку. Джаред Элстон. Бро, я буду рад, если ты просто уедешь эту попытку, потому что, блин, твой соперник просто порвал этот склон. Переходит в свич. К5. Живет. Коленочками отрабатывает. Хорошо. Что дальше? Бэксайд 7. Ай-яй-яй. Такой дикий пролет и падение. Да. Да, Сейдж Котценберг выбивает максимальное количество баллов. Вторая попытка, финальная. Сейдж Котценберг едет. Он на старте, он готов забрать свою победу. Делает бэксайд 7 с Джепеном. Четко уезжает. Уже все у него налажено в этом плане с этим трюком. Фронтсайд 7 уезжает. Какой же четкий, какой он стильный. Ой-ой-ой, как это было хорошо. Едет в свече, хочет делать кэп 9 с тейлгрэбом свой, любимый. И хорошо.
Я думаю, что здесь все стало понятно. Перекрыть такое будет очень сложно. Ну что, Джеред Элстон, молодой парнишка, 22 года. И поздравляю тебя, моложавый мальчик, с тем, что ты как минимум второе место занял на этих соревнованиях. Делай дабл бэкфлип. Хороший, классный переход свич. Кэп 5. Вот так вот. Но что дальше? Хорошо. Сделал он дабл бэкфлип. Сделал он пятерку. Здесь 720. Но этого все равно будет недостаточно. Уезжает. Молодец. Это очень хорошо, что он делает свою линию. Вот это заруба, вот это мощь. Здесь прямой прыжок. Если бы он здесь что-то сотворил бы невероятное, и был бы шанс обкатать Сейджа. Ну а сейчас смотрим результаты финальные. Итак, кульминация. Ну, все-таки я думаю, что Сейдж порвал. Порвал и закрыл спот. 93 балла. Да, обгоняет всего лишь, кстати, на 3 балла. Я вот говорил, Джареду надо было на последнем прыжке, надо было дожать. Надо было что-то прыгнуть. Ну что в самом деле ты этого не сделал? Ну, блин, ну все, а чё? Поздравляю Сейджа, красавчик, невероятный, капитальный. Друзья, ну в принципе-то все, мы закончили с вами. И что хочется сказать. Я уже выжат эмоционально, энергетически, просто вот максимально. Это очень много забирает ресурсов. Олимпиаду, напоминаю, что буду комментить через свой инстаграм. Здесь на ютубе туда же даже пробовать не буду. Заблокируют сразу же. Вот, поэтому на мой инстаграм подписывайтесь, он внизу по ссылочке. Также можете задонатить, я не знаю, там, если настроение есть. Вот. В общем, всем до встречи, друзья. Было классно и интересно. Всем пока.